Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную овощную закуску. Это будут кабачки в корейском стиле. Готовится эта закуска совсем несложно. У меня 4 средних кабачка. Нарезаем кабачки на кружки толщиной сантиметр, наискосок, а потом нарезаем на небольшие брусочки. Выкладываем нарезанные кабачки в миску. Посыпаем их чайной ложкой соли, перемешиваем и отставляем на 15 минут в сторону, чтобы кабачки пустили сок. Одну большую или 2 небольших моркови натираем на корейской терке. Посыпаем половиной чайной ложки соли и перемешиваем. Тоже отставляем на 15 минут. А пока готовим другие продукты. Красный болгарский перец нарезаем на тоненькие полосочки. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Также небольшой пучок кинзы нарезаем. Можно не мельчить, достаточно крупно. Прошло 15 минут. Посмотрите, сколько сока пустили кабачки. Я их промыла под проточной водой, откинула на сито. И их нужно небольшими порциями как следует отжать от лишней жидкости. Посмотрите, сколько жидкости осталось. То же самое мы делаем с морковкой. Мы ее не промываем, просто очень хорошо отжимаем. В нашей закуске нам не нужна лишняя жидкость. Также нам понадобится нарезать 3 перышка зеленого лука. Тоже мелко не нужно нарезать, вот так наискосок. И 2 зубчика чеснока нужно измельчить. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Также нам нужно добавить пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара, по чайной ложке кориандра и сладкой красной паприки, половину чайной ложки черный перец и 1/3 чайной ложки острый перец. Я еще добавила зерна кунжута чайную ложку. В ковшике разогреваем до легкого дымка 4 столовые ложки растительного масла. И раскаленное масло выливаем на специи. Также я добавляю столовую ложку соевого соуса, чайную ложку уксусной эссенции 70% и для аромата чайную ложку ароматного кунжутного масла. Все перемешиваем. Лучше это делать рукой. Если у вас нет уксусной эссенции, добавьте 2 столовые ложки 5% уксуса обычного столового. Пробуем на вкус, все ли нам хватает. Мне не хватило соли. Я добавляю еще столовую ложку соевого соуса. Все перемешиваем, накрываем контейнер крышкой, убираем в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь. Чем дольше стоит закуска в холодильнике, тем она вкуснее. У меня в холодильнике она простояла ночь, сейчас мы ее будем пробовать. Посмотрите, как она хорошо выглядит. Она такая яркая, она такая ароматная. Ну что, будем пробовать. Друзья мои, как же это вкусно. Закуска пряная, кабачки хрустящие. Приготовьте. Это совсем не сложно и очень вкусно.